Итак, друзья, в этом видео мы с вами создадим свой первый шаблон. Он будет достаточно простой, но благодаря этому вы поймете, как работает конструктор. Давайте зайдем в наш кабинет. Перейдем в раздел «Конструктор». Домены мы пока с вами не покупаем. То есть мы сначала создаем шаблон в конструкторе, а потом этот шаблон можем спокойно добавить на любой из наших доменов. Заходим в конструктор. Нажимаем «Создать шаблон». Пример текста, например, давайте мы назовем этот шаблон Xprofit тест. Нажимаем «Добавить». У нас добавился шаблон, на нем пока что нет страниц, и нам нужно добавить первую страницу. На самом деле в шаблоне может быть много страниц, да, то есть это может быть полноценный курс, многостраничный сайт и так далее. Да, то есть в зависимости от того, сколько страниц вы сюда добавите, столько страниц в этом шаблоне и будет. То есть бывают трехстраничные сайты, бывают полноценные какие-то курсы с пошаговыми видеоуроками там, на 15 страниц и так далее. Да? То есть в любом случае нам нужно добавить свою первую страницу на этот шаблон. Давайте добавим, нажимаем «Добавить страницу». Первая страница у нас будет называться лендинг, да, то есть это будет посадочная. Лендинг. Нажимаем «Дальше». И у нас открывается конструктор. Давайте немножко конструктор рассмотрим. Внизу у нас находится панель управления конструктором. Здесь есть раздел «Мои блоки». В этом разделе будут находиться ваши сохраненные блоки, о которых я уже говорил. То есть, если вы создали какой-то блок, например, с кнопками социальных сетей, вы можете сразу его сохранить, чтобы потом в следующих шаблонах не собирать его заново. Просто будете брать его из раздела «Мои блоки». Далее идет раздел «Заголовки». Мы с ним сейчас будем работать также. Текстовые блоки, изображения. Изображение, я уже говорил, можно как загружать свои собственные из галереи, так и будет глобальная галерея, из которой вы можете тоже брать изображения. Колонки, разделители, кнопки, видео, навигация, ну и, соответственно, код. Нужен для того, чтобы вставлять какой-то HTML-код, всевозможные коды отслеживания и так далее. Также есть таймеры и, соответственно, структура. Итак, давайте начнем, наверное, с заголовка. И мы сейчас с вами сделаем обычный пока что заголовок. Есть заголовок, а есть заголовок и подзаголовок под ним. Давайте сделаем простой заголовок. По сути, мы его уже добавили с вами. Если вы хотите, например, просто поменять здесь текст в этом заголовке, да, то заходите в раздел «Содержимое». И, например, меняем текст и пишем за 5 минут. К примеру, так называется ваш курс. Также этот текст можно поменять цвет текста. Можно сделать красным, можно сделать белым. В общем, каким угодно. Здесь у вас полная свобода действий. Также можно поменять шрифт, например, уменьшить его, увеличить, ну и так далее. Давайте оставим как есть. В общих настройках здесь практически ничего такого нету, да, то есть либо содержимое по центру, либо оно сдвигается в бок. И также есть обводка текста. Вот вы указываете здесь толщину обводки и цвет обводки. С этим можно, соответственно, экспериментировать, как вам понравится, так и сделаете. Нажимаем «Сохранить», и мы видим, у нас поменялся сам шрифт, поменялся стиль заголовка. Что мы можем сделать еще? Мы можем настроить фон данного блока. Для этого заходим в раздел «Настройки». Здесь мы видим рабочую область, то есть есть верхний отступ, есть нижний отступ, ширина и так далее. Да, мы это сейчас с вами не трогаем. У нас есть также раздел «Фон», да, фоновое изображение. Давайте мы сейчас применим какой-то фон. Ну, например, пусть это будет синий фон к заголовку. Вот. Либо мы можем выбрать изображение фона, да, то есть добавить. Ну, давайте сейчас покажу, как это работает. Все, мы с вами добавили фон, и мы видим, что у нас он стал синим. Если мы в содержимом сейчас в заголовке поменяем текст на белый, то он будет смотреться намного интереснее и лучше. Вот так вот, да.
Вот. Давайте теперь попробуем поэкспериментировать с фоновым изображением непосредственно. Да? Не цвет фона, а именно изображение фона. Для этого мы заходим в раздел «Вставить из галереи». У меня здесь несколько изображений есть. Ну и, допустим, я сейчас вставлю вот такое вот фоновое изображение. Что мы можем сделать с ним? Мы можем поставить его одиночное по центру, либо размноженное, либо растянутое фиксированное. Давайте мы сделаем пока что растянутое, потом растянутое фиксированное, и вы посмотрите, какой эффект от этого будет. Также можно поставить видеофон, то есть вы можете взять какое-то видео с YouTube, например, вставить сюда, и это видео будет проигрываться на заднем фоне, то есть без звука. Также можно будет сделать эффекты для появления блока. Давайте сейчас сделаем из невидимости, например, слева. При наведении мыши на блок увеличение, например, при наведении. Ну и постоянные эффекты пока трогать не будем. Сами сможете тоже поэкспериментировать. Появление блока по клику. Это мы с вами еще пока не будем изучать. Это будет в следующих видеоуроках. Давайте сохраним и посмотрим, что же у нас получилось. Как вы видите, у нас подгрузилась картинка фоновая. Вот. Но единственное, что она у нас, соответственно, загрузилась не вся. И для того, чтобы нам увеличить ее размер, мы используем раздел пикселей. Да? То есть мы можем сделать шапку, например, 300 пикселей снизу, 300 пикселей сверху. Давайте сохраним. И у нас получается вот такая вот страничка. Точнее, не страничка, а такой заголовок, можно так сказать, на один экран нашего сайта. Также мы можем сделать возможность не растянутая, да, а, например, растянутая фиксированная. Давайте посмотрим, что из этого получится. То есть у нас изображение сейчас пока зафиксировано. Но если мы с вами добавим следующий блок с видео, например, то мы видим, что у нас это изображение зафиксировалось сзади, да, и получается вот такой вот эффект. Да, то есть оно зафиксировано, а сайт сам по себе двигается. Так, мы с вами добавили блок с видео. Здесь мы можем вставить практически любое содержимое с нашего YouTube канала. Не практически, а абсолютно любое. Давайте сейчас зайду на канал, возьму видео, ссылочку. И это видео мы вставляем вот сюда. Здесь есть дополнительные настройки. Это показывать кнопки управления. Вы можете их показывать. Я обычно не показываю, если видео стоит на лендинге. Вот, если это видеоуроки, да, тогда стоит поставить именно кнопки управления. Автовоспроизводить видео. Опять же, на лендинге, то есть на посадочной странице, можно оставить, что да. А если это страница с уроками, то есть где есть много видео, лучше ставить нет, да, потому что они будут автоматически воспроизводиться, это будет не очень удобно. Ну и разрешить полный экран мы также оставляем. Далее, внешний вид. Здесь мы указываем ширину видео. Я указываю стандартно 1280 на 560, либо 540. И общее у нас, в принципе, здесь ничего мы не трогаем. Нажимаем «Сохранить». И у нас появляется вот такое вот видео, да, то есть на страничке. То есть у нас есть заголовок, человек заходит, смотрит на наше видео. Также мы здесь можем сделать определенные эффекты в настройках. Заходим в раздел «Настройки» блока. Формат изображения мы пока не трогаем. Эффекты появления блока. Из невидимости слева, например. Давайте. И нажмем «Сохранить». Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем «Предпросмотр». Мы видим, что у нас заголовок вот так сыграл. И когда человек пролистывает, то видео также немножечко выдвигается с левой стороны. То есть вот такой вот эффект мы с вами получили. Ну и давайте добавим последний элемент, например, в этом уроке. Да, это будут кнопки для регистрации. Нажимаем раздел «Кнопки», выбираем «Кнопка». И здесь мы заходим в содержимое. Нам нужно добавить ссылку, да, по которой человек перейдет. Ну, например, пусть это будет, ладно, ссылка на видео пока что вставим, но вы можете вставить любую другую свою ссылку. Открыть ссылку в новом окне рекомендую. Да, то есть в старом, тогда у вас просто сайт перезагрузится и появится новая страница. Лучше открывать всегда в новом окне. Внешний вид — это
название. Например, регистрируйся прямо сейчас, будет у нас на кнопке написано. Размер шрифта у нас здесь указан 20, вертикальные отступы 8, горизонтальные отступы тоже 8, но я делаю обычно 32, чтобы кнопочка такая была побольше. Скругление оставляем пока что 8, это скругление вот этих вот краев. Цвет текста оставим белый, а вот цвет кнопки давайте мы поменяем на какой-нибудь другой. Пусть она у нас будет, например, тоже вот такого синего, наверное, цвета. Вот такого. Вот. Цвет кнопки при наведении тоже можно немножко изменять. Например, чуть-чуть тональность. И при клике на нее пусть будет, например, ну, вот такой. Вот, дальше в общих настройках здесь содержимое по центру, и есть возможность показывать кнопку, начиная с какой-то секунды. Ну, например, у вас видео проигрывается, да, то есть человек его смотрит до конца, а потом в конце видео появляется кнопка, да, то есть можно сделать таким образом. Для этого вам нужно секунды добавить сюда, и в принципе все будет работать. Давайте нажмем «Сохранить». Вот мы видим, что у нас появилась кнопочка. Наводя на нее, она меняет цвет. Соответственно, она как-то двигается. Но мы можем сделать еще дополнительные эффекты для этой кнопки. Например, зайти в раздел «Настройки». И в этом разделе например, выставляем выявление из невидимости в центре нашей кнопки. И при наведении мыши на блок увеличение при наведении. Все. Нажимаем «Сохранить». И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что когда мышка наводится на блок, то кнопочка у нас начинает увеличиваться и, соответственно, привлекает к себе больше внимания. Что теперь мы с вами можем сделать? Да? То есть мы с вами настроили, например, кнопку, нам понравился эффект этого блока. И на каждом блоке вы видите вот такие вот изображения. Давайте мы их тоже сейчас с вами изучим и потом уже перейдем к следующим видеоурокам, с которыми будем работать. Эти стрелочки помогут вам быстро перемещать блоки из одного места в другой. Ну, например, вам надо кнопку эту переместить выше. Вот мы ее переместили. Это, соответственно, ниже. Здесь значок обозначает, что вы можете клонировать сразу кнопку. Да, то есть, чтобы заново ее не рисовать. Вы просто берете ее, клонируете. Вот она появилась. И в содержимом уже меняете просто данные. Все эффекты остаются те же самые. Вам остается просто поменять, так скажем, ссылку, название кнопки и так далее. Вот. Здесь можно блок удалить, если он вам не нужен. И следующая кнопка, которая нам поможет в дальнейшем очень быстро создавать новые шаблоны, это «Сохранить блок». Для этого мы нажимаем вот на эту кнопку. Название блока, например, кнопка. Кнопка с эффектом нажатия. У нас пока категории не созданы, мы потом категорию создадим. Нажимаем «Сохранить». Все, блок сохранен в галерею. И теперь, например, представим, что мы создаем какой-то новый сайт. И у нас нет времени создавать новую кнопку. Мы заходим в раздел «Мои блоки». Вот у нас есть раздел без категории. И вот кнопка с эффектом нажатия. Мы на нее нажимаем. И она у нас появляется. Если она сразу не появилась, просто обновите страницу. В принципе, на этом все. В следующих видеоуроках мы будем изучать уже следующие блоки нашего конструктора. И вы научитесь делать полноценные сайты и видеокурсы на конструкторе SolusPage. Всем пока!